Если вы ищете себе телевизор, смартфон или какую-либо технику, то рекомендую использовать вам e-каталог. E-каталог – это многофункциональный сервис, который не продает товары, а помогает людям определиться с выбором наиболее выгодного предложения. Описание, технические характеристики, отзывы и многое другое ждут вас в e-каталог. Выбирайте товары с умом. Ознакомиться с сервисом можно по ссылкам в описании. Валар Моргулис, друзья! В адрес Игры Престолов от самых критических зрителей часто можно услышать упреки, что в ней персонажи пользуются телепортами, и непонятно, сколько же времени проходит между теми или иными событиями. В этом видео человек попытается разобраться, сколько же времени тратили герои на свои передвижения. Все расчеты будут приблизительные. Исходить мы будем от длины стены в 100 лиг, о которой говорится в книгах. Также в книгах упоминаются скорости передвижения войск. Пешие войска 40 км в день и конница от 60 до 80 км в день. Мы будем использовать меньшее значение. Скорость кораблей от 5 до 9 км в час. Она невысокая, так как предполагаем, что корабли плывут круглосуточно. И если брать среднюю скорость 7 км в час, то получаем, что корабли передвигаются со скоростью 170 км в сутки. Ее и будем брать в наших расчетах. Со скоростью воронов же немного сложнее. В своем прошлом видео о перемещениях героев я отталкивался от скорости 240 км в сутки, но скорее всего она не соответствует действительности мира Игры Престолов. Это получается, что почтовые вороны летят максимум со скоростью 24 км в час и при этом летят только 10 часов в сутки, остальное же время отдыхают. Чтобы определить, с какой скоростью могли бы летать почтовые вороны в мире льда и огня, обратимся к нашим реалиям. Современные почтовые голуби могут развивать скорость до 100 км в час, а некоторые и до 150. В полете они могут находиться до 16 часов без отдыха. Вороны же в нашем мире развивают скорость до 50 км в час и могут находиться в полете около 10 часов без отдыха. Можно с уверенностью сказать, что вряд ли в Вестеросе почту доставляют обычные породы воронов. Это, скорее всего, какие-то особенные породы, по характеристикам схожие с нашими почтовыми голубями. Но ради правдивости наших подсчетов, примем скорость у почтовых воронов не как у почтовых голубей 100-150 км в час, а 80 км в час, и лететь он будет 16 часов в сутки. То есть за день почтовый ворон сможет преодолеть около 1300 км. Арья расправляется с большинством представителей дома Фрейев, покидает Близнецы и направляется на юг, в столицу. Дейенерис находится где-то в районе ступеней и направляется на Драконий камень. В то же время Братство без знамен покидает свое логово и отправляется на север. Из Близнецов отправляют ворона в Королевскую гавань с сообщением о случившемся. Он будет в столице через сутки. Далее Серсей отправляет ворона всем своим потенциально верным лордам с требованием прибыть в столицу и присоединиться к ней в войне против иноземных захватчиков. Так как самые отдаленные регионы, Север и Дорн, больше не лояльны короне, то ко всем возможным лордам вороны долетят не более чем за сутки. Получив письма от Серсеи, все лорды отправляются в Королевскую гавань, в том числе и Рэндил Тарли, лорд Рогового холма. В Королевскую гавань прибывает Железный флот во главе с Эуроном Грейджоем. Серсея вела с ним переговоры до начала событий, показанных в 7-м сезоне. Стоит уточнить, что ворон из столицы до Железных островов долетит приблизительно через 1,5 дня. А значит, перед тем, как прибыть в Королевскую гавань, Эурон с Серсеей переписывались около недели, и плюс дорога по морю от Железных островов до Королевской гавани заняла 42 дня. В Винтерфелле проходит собрание Северных лордов, на котором Джон отправляет Тормунда и Одичалых в Восточный дозор, один из замков Ночного дозора, чтобы защитить Север от возможного нападения белых ходоков. Арья в речных землях встречается с отрядом солдат Ланнистеров. Если предположить, что они встретились где-то чуть дальше, чем на полпути от Близнецов до гостиницы на Перекрестке, то на дорогу у нее ушло 6 дней. Бран и Мира, прибыв в Черный замок, остановились там на несколько дней, восстановили силы и отправились в Винтерфелл. Через 3,5 суток Арья добирается от места встречи с солдатами Ланнистеров до гостиницы на Перекрестке. Узнав от Пирожка о том, что Старки вернули Винтерфелл, она решает изменить свой маршрут и направляется домой. В это же время Эурон покидает столицу, пообещав Серсее привезти драгоценный подарок. Дейенерис вместе со своими союзниками прибывает на Драконий камень. Путь от ступеней у нее занял около 12 суток. В то же время Сэм узнает о залежах драконьего стекла на Драконьем камне и отправляет ворона в Винтерфелл, где сообщает Джону о своем открытии. Мелисандра прибывает на Драконий камень. На дорогу от Винтерфелла у нее должно было уйти 46 дней. Тириан отправляет ворона Джону с предложением прибыть на Драконий камень и присоединиться к Дейенерис. Яра покидает Драконий камень и направляется в Дорн.
Ворон, посланный Тирионом, достигает Винтерфелла. Он долетел в течение 2 суток. В Винтерфелл также прибывает Ворон, посланный Сэмом. От Староместа до Винтерфелла он долетел за 3 суток. Эурон добрался до будущего места сражения с флотом Дейнерис и сделал там засаду. На это у него ушло 5 дней. Яра попадает в ловушку своего дяди, и ее флот полностью разбит. До места сражения от Драконьего Камня она плыла 2,5 суток. Эурон, взяв ценных пленников, отправляется назад в столицу. Джон покидает Винтерфелл. Он, несмотря на возражения своих лордов, все-таки решил направиться на Драконий Камень. По пути в Винтерфелл Ария встречает Немерию. Так как погода во время их встречи была напоминающей северную, а Немерия была отпущена в речных землях, значит они встретились где-то на севере речных земель. Чтобы туда добраться от гостиницы на перекрестке, Арии потребовалось 9 дней. В Королевскую гавань прибывают лорды, созванные Серсеей. Там проходит их собрание. Рэндалу Тарли, лорду одного из самых отдаленных замков от Королевской гавани, на дорогу потребовалось бы как минимум 18 дней. После собрания лорды отправляются назад в свои земли собирать войска. Эурон прибывает в Королевскую гавань, где преподносит Серсее свой драгоценный дар. Дорога от места сражения заняла у него 5 суток. Безупречные покидают Драконий Камень и направляются в утес Кастерли. Серсея, каким-то образом узнав о том, что часть войска Дейнерис направится на захват их родового замка, также отправляет Железный флот в западные земли. Джейме выступает и с частью войска с Королевской гавани на Хайгарден. Также был отправлен Ворон в утес Кастерли с приказом, в котором говорилось, чтобы большая часть защитников замка покинули его и направились в простор, где они соединятся с армией Джейме. Браны мира прибывают в Винтерфелл. Их путь от Черного замка до Винтерфелла составил 16 суток. Тормунд с одичалами прибывают в Восточный дозор. На то, чтобы добраться из Винтерфелла до Восточного дозора, им понадобилось 27 дней. Ария добирается до Винтерфелла. От места встречи с Немерией прошло 20 суток. Рэндалл Тарли прибывает в Рогов-Холм. Дорога от Королевской гавани заняла 18 дней. Джон Сноу прибывает на Драконий Камень. Путь из Винтерфелла у него занял 23 дня, 10 дней до Белой гавани сушей и 13 по морю. Рэндалл Тарли, собрав войско, отправляется навстречу к Джейме Ланнистеру. Их войска недалеко от Хайгардена должны объединиться. Джорах Мармонт излечился от серой хвори и покидает цитадель Мейстеров в Староместе. Он направляется на Драконий Камень. Братство без знамен прибывает на стену, где попадают в плен к людям Тормунда. Их путь от хижины фермера занял около 40 суток. Войска Джейме Ланнистера, Рэндалла Тарли и защитники утеса Кастерли объединяются в одно войско. Войска Джейме и защитники утеса добирались в течение 24 суток. Рэндалл же со своим войском от Рогового холма добрался за 6 дней. Объединенное войско Ланнистеров направляется на Хайгарден и достигает его в течение 3 суток. После разграбления замка Джейме покидает его и направляется в столицу. Безупречные прибывают к утесу Кастерли и захватывают его. На путь от Драконьего Камня до родового замка Ланнистеров они потратили 35 дней. Эурон также прибывает к берегам западных земель и сжигает флот, на котором прибыли Безупречные. Эурон добирался от Королевской гавани до утеса Кастерли в течение 36 суток. Как из утеса Кастерли, так и из Хайгардена на Драконий Камень отправляют воронов с плохими вестями для Дейнерис. Оба ворона потратят на дорогу около 1,5 суток. Дейнерис, разозлившись, решает применить силу драконов и отправляется вместе с дотракийцами навстречу войску Джейме Ланнистера. Происходит битва между силами Джейме и Дейнерис. Джейме достиг предполагаемого места сражения за 24 дня, а Дейнерис за 14. Дейнерис возвращается на Драконий Камень в течение 9 часов, так как она летела верхом на Дрогане. Дотракийцы же отправятся своим ходом и прибудут на остров позже. Джорах Мармонт прибывает на Драконий Камень. Его путь из Староместа занял 40 суток. Джейме через 3 суток после поражения в битве против сил Дейнерис добирается до Королевской гавани. Тирион и Давос отправляются в Королевскую гавань. Дотракийцы возвращаются на Драконий Камень. На дорогу от места сражения до острова они потратили 14 дней. Тирион и Давос возвращаются на Драконий Камень. Их путь в Королевскую гавань и назад занял неделю. Джон и остальные отправляются в Восточный дозор. Серсей отправляет Ворона в Винтерфелл. Она приглашает Сансу прибыть в столицу на переговоры. Ворон достигает Винтерфелла в течение 2 суток. Санса решает вместо себя отправить Бриенну, и она вместе с Подриком отправляется в столицу. Серсея сообщает Эурону о предстоящих переговорах, и тот отправляется в Королевскую гавань. Сэм покидает Старомест и отправляется в Винтерфелл. Джон прибывает в Восточный дозор.
Путь от Драконьего камня до Восточного дозора занял 12 суток. Дейенерис отправляет ворона на утес Кастерли с приказом для безупречных. Они должны покинуть замок и направиться к Королевской гавани. На то, чтобы доставить это сообщение, ворону понадобится 1,5 дня. Вскоре безупречные выполняют приказ и отправляются на столицу. Отряд Джона выступает за стену. Они достигли места встречи с иными приблизительно за 2 суток. После того, как они поняли, что у них безвыходное положение, они отправляют Джендри назад в Восточный дозор, чтобы тот отправил ворона Дейенерис с просьбой о помощи. Джендри достигает Восточного дозора за 12 часов. Затем отправляется ворон на Драконий камень. Он долетит за 2,5 дня. Дейенерис, получив письмо, незамедлительно выступает на помощь и добирается до озера за стеной за чуть больше, чем за сутки. После битвы с иными, Дейенерис вместе с выжившими членами отряда Джона прибывает в Восточный дозор. Дорога верхом на драконе у них заняла не более часа. На следующий день к Восточному дозору прибывает Джон. Через несколько часов Джон и Дейенерис на корабле отправляются в Королевскую гавань. Эурон во главе Железного флота прибывает в столицу. Путь от утеса Кастерли до Королевской гавани занял у него 38 дней. В Королевскую гавань также прибывает Бриенна. Она добралась до столицы в течение 44 суток. Безупречные добираются до столицы из утеса Кастерли за 33 дня. Дотракийцы прибыли за 14 суток. Джон и Дейенерис прибывают в Королевскую гавань. Дорога с Восточного дозора заняла 22 дня. После переговоров Джон и Дейенерис возвращаются на Драконий камень. На это им понадобилось чуть больше 3 суток. Позже на Драконий камень прибывают дотракийцы, а за ними и безупречные. На дорогу из Королевской гавани у них ушло 14 и 18 дней соответственно. Сэм добирается до Винтерфелла. Его путь из Староместа до Винтерфелла занял 2 месяца. В общей сложности все произошедшие события происходили как минимум в течение 6 месяцев. И на этом ролик подходит к своему логическому концу. Если вам было интересно, не забудьте поставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также можете нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо за просмотр, всем пока!